Всем огромный привет, с вами Ксюша. Сегодня поговорим про уверенность в себе. Уверенность очень важна в нашей жизни, потому что именно она позволяет нам жить на полную ногу, дышать полной грудью, ловить все возможности и проявлять себя миру. При этом быть независимым, уверенным в завтрашнем дне и счастливым. Поэтому сегодня я поделюсь простыми, но действенными способами, которые позволяют почувствовать эту уверенность в себе. Первое — это осознать эффект прожектора. Это такой эффект, когда, знаете, вот вы стоите в толпе и кажется, что невидимый прожектор светит именно на вас. Он вас подсвечивает и привлекает внимание. У вас создается чувство, что все вас видят, все видят, что вы кладете там в продуктовую корзину, что вы делаете на улице и так далее. То есть всегда вам кажется, что все внимание людей частично обращено на вас. Такое мышление нормально, потому что мы являемся центром нашей Вселенной. Но знаете, мы не являемся центром другой Вселенной. Поэтому успокойтесь, вспомните, что у всех свои заботы, свои мысли, свои дела, и окружающим все равно на других людей. Вы знаете, по большей степени, если вы совершенно чужой человек, там вас видят первый раз, может быть, в 5-й раз, потому что вы пересекаетесь в магазине, но в большей мере у других людей слишком много собственных забот в собственной вселенной, чем обращать на вас внимание и думать. Поэтому, находясь в общественном месте, уверенно делайте то, зачем вы сюда пришли. Вы пришли сфотографироваться, фотографируйтесь. Вы пришли что-то купить, выбирайте, долго думайте, и все равно на других людей, потому что вы — это центр вашей вселенной, а у других людей свои вселенные. И вторая вещь, я спросила в своем инстаграм, что делает конкретно вас более уверенным в себе. И один из самых популярных ответов оказалась очень простая вещь — это чистые волосы. И здесь я с вами полностью согласна. Когда мои волосы чистые, то я как-то чувствую себя увереннее, могу двигаться как угодно, крутить головой, чувствую себя, знаете, так комфортно, и этот комфорт придает мне уверенность в себе. И в целом хочу сказать о волосах: не только чистые волосы, также, например, классная укладка, которую вы научились делать, либо новая стильная стрижка, которая к вам к лицу 100% придает вам настроение, придает вам чувство новизны, какой-то весны на душе, и, конечно же, тем самым вы чувствуете себя увереннее. Далее, раз уж мы затронули внешность, то хочу сказать про осанку и в целом язык тела. Когда вы общаетесь с человеком, очень важна ваша поза. Вот, например, сравните, да? Я сижу расслабленно, как-то открыто, жестикулирую. Сразу же возникает ощущение, что я открыта к собеседнику, я открыта к этому миру, чувствую себя спокойно, расслабленно, и от этого собеседнику тоже комфортно, он чувствует, что вы уверены в себе. А если бы я сидела как-то вот так, смотрела в точку, там как-то себя закрывала, сразу же чувствую, что у меня либо какое-то там горе, я не знаю, у меня сгорел завтрак, либо я просто чувствую себя некомфортно и неуверенно. Для своей гибкости, плавности движений, растяжки я люблю ходить на йогу, то есть 2 раза в неделю я хожу на групповые занятия и по возможности занимаюсь дома. Следующая вещь — это многогранность, всесторонняя развитость и, проще говоря, знания в разных областях, возможность поддержать беседу с разными людьми. И это нужно не только для поддержания разговора с разными людьми на разные темы, но и для вас самих это интересно. Интересно узнавать что-то новое, интересно много знать, как поступить в той или иной ситуации, с той или иной вещью. Быть всесторонне развитым помогает любопытство, это изучение каких-то новых, незнакомых вещей, не бояться пробовать что-то новое и не ограничивать себя какими-то известными знаниями, известными сферами. Также, во-вторых, это по возможности соглашаться на новые хобби, будь то кружок в университете, либо на работе вам предлагают попробовать что-то новое. Всегда пробуйте, если у вас есть на это время. Также не бойтесь отходить от плана. Когда кажется, что все идет не так, как вы планировали, отдайтесь течению, плывите по этому течению, потому что иногда именно такие дни дарят вам новые знакомства, какие-то нестандартные решения, совершенно новые вещи, о которых вы не узнали бы, если бы все пошло не насмарку. Это, конечно, поездки, путешествия, где вы узнаете новые культуры, и это может быть даже не другая страна, а может быть соседний город, соседний район. И последнее, что помогает всесторонней развитости, это нестандартный план на выходные. Запланируйте сходить в театр, на какую-то выставку. В общем, то, чему вы обычно не отдаете предпочтение по какой-то причине. Например, мы с Лешей недавно сменили угол обзора, и я такая говорю: а может пойдем на волейбол? Тут у нас недалеко дворец спорта. Мы сходили, и знаете, это был интересный опыт, потому что я ни разу не ходила на матч по волейболу, где на трибунах все сидят там, болеют за свою команду, и в перерывах там еще и выступают всякие черлидерши и маленькие дети. Это было, знаете, интересно, и это то, что отложилось в моей голове. И теперь, если речь зайдет о волейболе,
волейболе, а в волейбольных матчах я смогу поддержать разговор. Казалось бы, 2 часа жизни, но даже они могут сделать вас чуточку многограннее. Следующая вещь — это не искать одобрения у других, не искать подтверждения вашего выбора и так далее. Чаще доверяйте самому себе, своему внутреннему голосу, некоторой интуиции. Поступайте так, как считаете именно вы, потому что никто другой со стороны, даже ваш самый близкий человек, не знает настолько хорошо вас, чем вы сами. И, конечно же, не знает вашу жизнь, ваше прошлое настолько, насколько знаете вы. Поэтому поступайте так, как считаете вы. Вначале, может быть, вам будет сложно, но со временем, с каждым разом, с каждым вашим выбором вы будете больше доверять себе, вы будете более уверенным в себе. Да, возможно, вы совершите ошибки, но это будут ваши ошибки, ваш опыт. И отсюда вытекает следующая вещь — это не бояться совершать ошибки, не бояться опыта, а наоборот совершать и совершать. Потому что я понимаю, если бы у меня не было того бэкграунда, тех самых ошибок, всего моего опыта, то я не была такой, какая я есть сейчас. Я бы не была уверена в том, что я делаю, потому что я бы боялась это делать, я боялась от незнания. А сейчас, так как у меня есть опыт, у меня есть знания, у меня есть ошибки, то, основываясь на них, я понимаю, что иногда не стоит бояться. Ошибусь я и ошибусь. Это во-первых. То есть у меня уже нет страха ошибиться. И во-вторых, у меня уже столько ошибок, что я их просто сейчас уже не совершаю. Именно такие ошибки дарят мне уверенность в себе во многих сферах моей жизни. Далее давайте поговорим о чем-то более простом. Это ароматы. Их я еще называю неуловимый рецепт уверенности. Их вроде бы не видно визуально, но они 100% есть. Я заметила, что чувствую себя гораздо увереннее, когда пользуюсь духами, которые мне 100% нравятся, которые характеризуют мой характер и полностью меня отражают. Мне нравится вкусно пахнуть, мне нравится, что это чувствуют близкие, окружающие. Таким образом, я говорю, вот она я уверена в себе, я уверена в своем аромате, и я этого не стесняюсь. Даже если это не духи, потому что, зная по себе, иногда очень сложно подобрать аромат, который 100% вам подходит. Поэтому это может быть просто аромат мыла, аромат какой-то свежести или только что постиранной одежды. Следующая вещь — это знание английского языка. Я реально чувствую себя увереннее, когда языковые рамки не сковывают меня в этом мире. Потому что в любой момент я могу запланировать путешествие, откликнуться на классную вакансию, где требуется знание английского языка, либо просто смотреть любимые фильмы в оригинальной озвучке. Например, насколько вы помните, прошлой весной я начала онлайн заниматься английским языком и уже летом одна полетела в Париж. Да, у меня базовый уровень языка, что-то я могу не понимать, но я практикуюсь в этом деле и становлюсь увереннее. Главное, я начала заниматься с профессионалами и четко понимаю, по какому плану мы идем. И сейчас минутка полезной рекламы. Хочу рассказать вам об онлайн-школе английского языка Inglex. Огромный плюс, который лично я очень ценю, это то, что они стремятся в первую очередь к качеству. Потому что всего 1% преподавателей проходят отбор, то есть работают самые лучшие. И уже с первого занятия вы начинаете привыкать к английскому языку и говорить на нем. Вначале вы озвучиваете свои цели преподавателю и уже по составленному плану начинаете заниматься. Будь то подготовка к ЕГЭ, путешествия или деловой английский для работы. И прямо на платформе Inglex вы можете выполнять домашние задания, заниматься по тренажеру или общаться с преподавателем. Кстати, все их материалы и курсы — это авторские продуманные пособия, направленные на лучший результат ученика. То есть такого больше нет нигде. Еще одна классная возможность — это общение с преподавателем-носителем языка. На таком занятии вы точно будете чувствовать, будто вы за границей и вам нужно что-то спросить. Так сказать, порепетируйте общение за границей, и в будущем вам будет не страшно это делать. И, конечно, самое удобное — это то, что можно заниматься хоть утром, хоть вечером, хоть в обеденный перерыв, например, сидя в парке на лавочке, и при этом не тратить время на дорогу. Первый урок будет для вас абсолютно бесплатный, вы сможете познакомиться с преподавателем, составить план обучения и дальше пойти учиться. Я оставлю вам ссылку в описании, регистрируйтесь на первый бесплатный урок, а мой промокод CALM даст вам скидку 40% на первую оплату занятий. Не откладывайте ваши знания, будьте уверенными и изучайте язык. Двигаемся дальше. Следующая вещь — это сместить свое внимание вовне. Если вы зацикливаетесь на том, как выглядите в той или иной ситуации, то просто смените фокус. Например, вы занимаетесь на классе растяжки, и вы каждый раз думаете: ой, вот я сейчас согнулась, у меня здесь живот висит. Ой, а как я сейчас выгляжу? Или у меня там, может быть,
пот виден или еще что-то. В общем, абсолютно любые мысли. Просто берите и смещайте ваш фокус. Посмотрите на тренера, на технику выполнения упражнений, либо взгляните за окно, как там вдруг все расцвело, как там появилась зелень, либо как солнце падает и красиво освещает зал. И, кстати, полюбуйтесь залом, местом, где вы занимаетесь, где вы находитесь и уделяете время своему телу. А также сконцентрируйтесь на ощущениях вашего тела, что конкретно вы чувствуете, как ваши мышцы расслабляются, растягиваются, как это помогает вашему здоровью, вашей, например, осанке. И знаете, это самое важное. Вот эти ваши внутренние чувства, и именно они придают нашу уверенность в себе, потому что какая разница, как мы выглядим и как нас воспринимают совершенно чужие нам люди. Следующая вещь, одна из моих самых любимых, это фраза «что-нибудь придумаю». Эту фразу я впервые услышала у Лёши, и он достаточно часто произносит ее в жизни. И знаете, вот лично с моего взгляда иногда кажется, что вот у него трудный период, либо как ему двигаться дальше, что ему делать дальше, возможно, какой-то страх неизведанного, либо, вот что-то наподобие такого. И во всех этих ситуациях он говорил: да что-нибудь придумаю. Такая простая фраза, казалось бы, но она дарит уверенность в свое будущее и в свои силы. Ведь в реальной жизни мы, как люди с определенными инстинктами, не можем пустить все на самотек. Наша самозащита будет стараться находить выходы из любых ситуаций. Поэтому верьте в себя как никогда. Не бойтесь будущего, неизведанного. И как Лёша говорите: да что-нибудь придумаю. Следующая вещь, думаю, многие из вас — это эстеты, люди, для которых важно эстетическое, визуальное наслаждение. Поэтому даже если нас не должно беспокоить, что о нас думают другие, нам самим эстетически приятно, когда мы внешне выглядим классно, когда мы выглядим хорошо и нам самим нравится. Таким образом мы проявляем любовь к себе, а любовь уже дарит уверенность. Поэтому здесь я хочу опять-таки упомянуть стрижку, красивый блеск на губах или стильный тренч. Носите эти эстетические детали, пусть они радуют вас и делают увереннее. Следующая вещь, одна из моих самых любимых, это комплименты. Дарите комплименты вашим окружающим, дарите комплименты вашим близким. Пусть они рядом с вами, да не только рядом с вами, а там на следующий день после встречи с вами чувствуют себя увереннее, потому что именно вы можете кому-то подарить уверенность в себе, можете сделать его более счастливым, более радостным, и уверенным опять-таки. Я называю это некоторый круговорот комплиментов, и даже если вы не будете получать такую же огромную отдачу, просто знайте, что вы значимы в этом мире, вы делаете что-то хорошее, вы радуете, вы заставляете кого-то улыбаться, и это многого стоит. Следующее, как бы это ни звучало романтизированно, это осознание того, что жизнь слишком коротка, чтобы быть неуверенным в себе. И не жить ту жизнь, о которой вы всегда мечтали, которую вы всегда хотели. Ведь зачастую успеха добиваются не самые умные, самые творческие, а самые целеустремленные, уверенные в себе и не сдающиеся. Умейте вставать в сложных ситуациях и продолжать двигаться, продолжать идти. Далее это смех и позитивные отношения. Смех над нелепыми ситуациями, которые с вами произошли. Может быть, смех над своими ошибками, промахами. Принимайте их и не вините себя за такие ошибки, за какую-то неуклюжесть, а относитесь к этому со смехом, с позитивом. Просто, знаете, такая шутка, которая произошла в вашей жизни. Примите ее, посмейтесь и отпустите. Последняя вещь — это отслеживайте и анализируйте свои достижения. Это может стать отличным фундаментом для вашей уверенности в себе. Иногда мы не отслеживаем того, чего мы уже добились. Знаете, принимаем это как должное и даже не понимаем, какие черты характера, наши собственные, помогли достигнуть той или иной вещи. Поэтому хочу вам предложить простое упражнение. Возьмите листок бумаги и запишите 3 вещи, за которые вы сами себе благодарны, и круто, что вы это когда-то сделали и когда-то смогли. А затем подумайте, какие ваши качества помогли это осуществить. Похвалите себя и используйте эти качества для достижения будущих целей. Спасибо вам большое за просмотр, и хочу предупредить, на следующей неделе видео не будет. Все дело в том, что у меня просто будет день рождения, и я отправляюсь, так сказать, в отпуск. Чтобы не потерять со мной связь, можете переходить в Telegram, Instagram и, в общем-то, до встречи в новом видео. Желаю вам классного, хорошего настроения, будьте уверенными в себе, и все у нас будет хорошо. Пока-пока!